Друзья, приветствую вас! Мы продолжаем наше путешествие. И вот мы уже достигли к нашей тихой гавани, к нашему дому, можно сказать. Мир божественный. И я предлагаю сразу перейти к исследованию. Кто не смотрел предыдущее видео, рекомендую посмотреть, разобраться, о чем мы и для чего говорим, что мы исследуем, и уже переходить к этому. Ну а кто уже следует поступательно, переходим к практике, готовим наши ручки. Напоминаю, мужчины левая рука, женщины правая. Настраиваем наше сознание на восприятие информации божественного мира. Наша ручка как локатор воспринимает отражение, и мы слушаем, что отображает божественный мир, какая информация, какое ощущение. Кому нужно, останавливаем на паузу видео и исследуем. Ну, а мы будем переходить непосредственно к разъяснению. Говорю сразу о том, что, исследуя всю лестницу миров, которую мы проходили, мы слушаем информацию на руке, но человек, в принципе, в нем заложены способности более глубокого характера, и кто-то может ощущать информацию по-разному. Кто-то может воспринимать даже цветами, кто-то может воспринимать чувствами, кто-то может слышать всем телом, не только рукой, кто-то может воспринимать информацию непосредственно в сердце. Это все хорошо, и это можно далее развивать, но для начала, для того, чтобы определиться и градуировать для себя ту или иную информацию, лучше всего прислушиваться к ручке, но не отбрасываем всю другую полученную информацию. Итак, мир божественный – это мир истины, мир вечности, бесконечности, вездесущества. Он воспринимается легким потоком на кончиках наших пальцев. Он воспринимается определенным уже состоянием этого потока, потому как миры, которые мы исследовали до этого, которые лежат, скажем, в своей структуре плотнее божественного мира, тоже могут создавать состояние потока. Но мир астральный – это горячее такое состояние, по мере подъема теплое. Мир ментальный уже ближе по состоянию к божественному и такой нейтральной температуры, но чувствуется определенная зажатость. А мир божественный уже отображается состоянием легкости, прозрачности и прохладного, не холодного, но прохладного, приятного потока, который обволакивает нас. Многие могут услышать касание к своей макушке, когда исследуют мир божественный, потому что это идет активация уже непосредственно контакта с Богом. Мы об этом будем говорить немножко позже. Ну и сам мир. Этот мир характеризуется состоянием прозрачности, состоянием отсутствия преображенного эго, состоянием истины, состоянием истинной правды и праведности. Это мир животворящий, который пронизывает все сущее и дает ему способность жить. Это мир, к которому мы все с вами придем
потому как мы из него и пришли. Это мир истинный. И когда вы собираетесь к какому-то познанию, изучению, пойти на какую-то практику, поехать в какой-то супер там ретритный центр там, и так далее, вы можете себе задать простой вопрос. Соответствует ли это учение, это состояние, это знание состоянию мира божественного? Исследовав, обретя эту способность, вы для себя уже научитесь действительно различать ложное и не поддаваться ему. Вы научитесь слышать истинное и идти непосредственно к нему. Потому как уже мы в самом начале говорили, все средства информации, интернет заполнен разного рода информацией, и кто-то призывает за там единственно истинную там церковь, кто-то там дает супер учение. Но когда просто для себя исследовал, а с какой точки идет их истинная церковь, с какой точки идет их учение, с какой точки соответствует их сознание, мы увидим, что в большинстве случаев из нижних миров. И они зомбируют людей какими-то своими догмами, какими-то своими учениями. Там, и обязательно это все будет подкреплено там, Писанием, Библией, Кораном, Кришной, кем угодно. Но по своей структуре и свойствам, если оно не соответствует миру божественному, это обман и ложь. И вы уже способны это определить. Что самое интересное, когда вы проходите просто, проживаете эту практику исследования божественным миром, происходит очень интересная вещь. Ваше сознание обращается к миру божественному, и он понемножку начинает проявляться в вас. Потому как сознание человека, мы об этом говорим позже, это некое такое, если перевести например такой, это как радио, которое можно настроить на определенную волну. И находясь в соответствии с этой волной, являясь как бы продолжением выражения этой волны, исследуя мир божественный, мы продолжаем быть, скажем так, выражением этого мира, а не выражением более низких миров. Сейчас мы еще для завершения этой практики как раз сделаем некий практический такой момент. И я предлагаю сейчас точно так же, помимо мира божественного, исследовать непосредственно состояние самого Бога. Можете, у кого другие вероисповедания, можете написать, как вам по-другому нравится. Но главное, нужно понимать, это то, что это единое для всех, отправная точка бытия, отправная точка всего сущего, всего единства, всей жизни. И проведем такое практическое занятие. Готовим наши ручки, настраиваемся
на самого Бога, можно на определенную точку, которая как бы изначальная точка исходит. Наше сознание находится в восприятии этой информации, и ручка, как радар, улавливает эту вибрацию. Кому нужно, можно поставить видео на паузу и послушать это состояние. Ну, а мы переходим сразу к объяснению. И здесь можно услышать, что помимо активизации наших пальчиков и потока, можно услышать центр ладони, вот эту вот точку. Чаще всего именно через эту точку проявляется состояние Бога. Очень часто можно услышать, ну вот я, например, слышу такое состояние трепета такого. Это когда сознание, душа вспоминает свой источник, обращается к нему. И это таким как бы вибрацией такой даже можно внутренней услышать. Это обращение. Можно услышать, что это состояние любви. Любви бесконечной, вечной. Без каких-либо требований и условий. Любовь, которая всегда с нами. И немножко, как бы говоря, уже о будущем, том, что мы будем исследовать, можно сказать о том, что Бог всегда с нами. Он никогда от нас не закрывается, Он никогда от нас не уходит. Лишь мы можем закрыться по тем или иным причинам от Бога, по каким мы будем говорить дальше. Есть некие законы божественные, о которых мы будем говорить, которые служат для нашего роста, для нашего развития. И несоответствие этим законам может закрывать нас от Бога, но Он при этом всегда с нами. Ну, об этом мы будем говорить уже в следующих видео. Надеюсь, у вас все получилось. До встречи!